Всем привет, друзья-боксерчики! Сегодня мы расскажем и покажем боковой удар или удар сбоку. Итак, Дим, боковой удар. Боковой удар разит на средней и ближней дистанции. Но именно вот его королевская дистанция – это все-таки средняя дистанция. То есть, понятное дело, что он также с подхода бьется из дальней дистанции и с очень неудобных положений бьется сбоку и в ближних дистанциях. То есть там есть некоторые сочетающиеся формы. Вообще разновидностей бокового удара масса. То есть, например, одна из разновидностей удара, так называемый хлыст, когда тело отводится и рука отдельно от тела догоняет. Как бы такой хлыст получается. Очень хороший удар. Это в Советском Союзе как бы один из показателей был вот этот вот хлещущий такой удар. То есть везде его учили, везде разучивали. Вот. Один из самых основных ударов сбоку, классический, выполняется без отрыва руки. То есть не вот так вот, а ведется четко с телом. То есть просто рука удаляется от тела. Самая главная задача бокового удара – это сбоку ударить. То есть ты можешь под любым углом завести руку. Ты можешь и снизу ее подводить, можешь и сверху ее подводить, можешь и по прямой линии ее подводить. Самое главное – это ударить сбоку. Поставь защиту. Вот куда бьется боковой удар. Если я обрабатываю корпус, то здесь положение кулака, предпочтительно, как вот говорят, положение кружки. Моя задача – обойти вот эту часть, обойти. То есть я и сюда могу зайти, и сюда могу зайти. Сюда и сюда. Дело в том, что вот при этом ударе самая важная часть – обойти руку. Поэтому ты можешь и корпус вперед затащить, чтобы на обратном движении корпуса затащить туда удар. Можешь сразу отамортизировать его, точнее разогнать его вот этой поворотной частью своего тела. Боковой удар очень сильный удар. То есть по силам это примерно, прямой просто быстрее удар, потому что по прямой выполняется. То есть разогнать быстрее, прямой проще. У бокового удара, он не медленней удар. Тоже удар очень хитрый. То есть он достаточно коварный. Специфика бокового удара, еще раз говорю, обмануть соперника движением. По прямой очень трудно увидеть линию, практически ты ее не увидишь, а сбоку рассмотреть гораздо проще. Поэтому и прячется боковой удар уже под движение тела, то есть когда ты телом маневрируешь. То есть, как это правильно сказать, делаешь какие-то ложные защитные движения, и за ними ты уже скрываешь вот эту как говорят, замах удара. Еще раз повторю, удар может наноситься как сразу, как ты прямой бьешь, так же и боковой. За перчатку заводишь, именно за перчатку, не куда-то сюда, а за перчатку. Вот это самое ценное, потому что большинство воспринимает боковые удары, это просто как движение руки сбоку. Но здесь четко, я говорю еще раз, есть классификация удара. То есть средний боковой удар очень быстрый, практически его не видно. Вот потихонечку, так же как и при ударе снизу, попробуй просто пока ручку выкинуть в лапу. Чтобы этот угол, еще раз объясню про положение этого угла. Чем у тебя больше будет угол, тем удар у тебя будет слабее. Поэтому самый сильный удар – это когда положение локтя где-то примерно под 50-45 градусов. Когда ты четко углом уже можешь мышцы между собой связать. Поэтому сейчас смотри, будет давление идти на руку, и тебе надо это давление удержать. Видишь, выполняется массой тела, наваливаются. Вот эту часть очень важно остановить в нужном месте. Останавливается она на линии ноги. Если посмотришь, за эту линию условную не перекручивается. Потому что если будешь перекручивать,
очень размашисто будет. Во-первых, время потеряешь. Во-вторых, вот с этого положения, ну, как бы очень неудобно там маневрировать или еще какое-то движение делать, защитное какое-то движение, будет сложно. Поэтому первое, то, что у тебя есть, это пока руки. То есть руки правильно под удар, под саму линию надо попасть. Вот, хорошо. И прокручивайся на оси. О, крутись, на меня смотри. Вот, примерно так. Хорошо. Теперь очень много вопросов касательно вот именно положения кулака. Вот чтобы вот раз и навсегда уже все вопросы по этому поводу объяснить, вот смотри. Вот если ты будешь бить классическим вариантом ладонью в пол, вот заведи его прямо под меня. Вот как тебе удобнее будет? Вот если на средней дистанции ты бьешь, как тебе удобнее его ложить? Теперь разверни руку. Вот, теперь смотри, если я буду находиться здесь, вот так тебе удобнее? Почему? Площадь. Ну, здесь не совсем площадь, здесь просто сама дистанция удара. А если вот я буду вот здесь, то тебе, конечно, удобнее ударить вот так. Тут все положение определяется вот эти вот углы. Чем вот этот угол будет короче, чем вот так будет тебе проще. То же самое, если ты, например, будешь бить в корпус. Вот так однозначно, даже я бы чуть-чуть бы ручку еще и подвернул бы, сделал более острый угол. И теперь классическую модель ладонью в пол. Вот так опасно бить, потому что здесь также у тебя может травмироваться кисть. То есть ты ее просто подломаешь. Поэтому, чтобы вот тебе не путаться, вот давай я на тебе покажу. Самый простой и самый, ну, как эффективный удар считается, это ладошкой к полу, когда ты атакуешь голову. Если ты приближаешься к сопернику на более короткую дистанцию, то здесь тебе уже положение вот это, ну, как говорят там, пивной кружкой. Здесь то же самое. По ребрам ты можешь бить положением кружки, потому что положением вот этим вот неудобно будет. Ну и, скорее всего, травмируешься. Поэтому обрабатываешь и нарабатываешь удар как кружкой, так и так. Потому что если к какой-то одной форме привыкнешь, ну, рано или поздно ты пострадаешь от нее. Потому что, еще раз говорю, дистанция бокового удара может неожиданно разорваться. Или наоборот, ну, как бы сблизиться. И вот эти вот положения, они, ну, крайне важны. То есть их надо в буквальном смысле набить. Понять, где тебе удобнее, чтобы выполнить его уже уверенно. Поэтому вот сейчас на средней дистанции ладошкой в пол ты как бы обрабатываешь голову. То есть положение где-то примерно вот так. Сейчас вот не в перчатку, а просто прицельным. Попробуй. Сейчас я подниму руки, тебе надо вот сюда зайти. Где примерно плечо мое? Ну вот так примерно, да. Где-то примерно вот сюда. Теперь в корпус. Вот видишь, ты в руку ударил. А теперь разверни ручку кружкой. Кружкой разверни. Видишь, вот так он заходит. Да. Вот и все. Видишь, как просто. Теперь ладонью к полу разверни руку и ударь в голову. О, заходит. Теперь в корпус кружкой. Не обязательно как бы сильно разворачивать. Да, немножко, вот смотри, здесь есть еще один такой момент, тоже поясню ее. Вот в сухом варианте, в учебном варианте, я не знаю почему, но все как один определяют боковые удары как вращением на месте, по центру, как вот тебя как будто на вертел насадили. Вот это вот все учебные модели, они вот такие. Но чтобы вот так вот бить боковой удар, это надо у соперника вот так вот стоять. То есть где-то примерно вот здесь. Тогда вот эта вот модель, она будет работать. Дело в том, что боковой удар, он также выносится и по осям. То есть я могу бить, смотри, на задней ноге, могу бить его по центру, как вот сейчас я тебе показывал, и могу бить его уже с переносом центра тяжести на переднюю ногу. То есть варианты, они так и рассматриваются. Здесь ударил и отклонился, ударил. То есть 3 положения удара. Все 3 положения отбиваются на боксерском мешке.
То есть это умение, то, когда ты уже можешь подныривать и реально можешь уже высвечивать, ну, как это сказать, одну сторону. То есть ты этим высвечиваешь, этим бьешь. Отвлекаешь, бьешь. И здесь обязательный навал. То есть делается через ложное движение. Оно вообще движение сливается. Очень хороший, качественный удар. Понимаешь? Здесь ты приближаешься. Стоишь здесь и через вот эту вот ось приближаешься. Все вот эти три варианта, ну, они каждый были придуманы к определенной стратегии боя. Вот, например, если взять Фрейзера, у него были дальние боковые удары. И то, как Фрейзер бил, ну, очень мало вообще кто больше показывал. Вот именно с подскока он так сложно его выполнял и так сильно бил, что великий Мухаммед Али, будь здоров, там от этих ударов очень сильно страдал. Ну, кстати, не он один страдал. Это был коронный удар Фрейзера. Очень мощные боковые удары у Майка Тайсона. Бьет он их под шагом, с очень хорошим вот этим вот переносом веса тела, и бьет их от души, как кувалдой работают, то есть полностью перенося вес с одной стороны на другую. Очень красивый удар. И ну, в варианте с Тайсоном там даже не обязательно было выдерживать вот этот вот угол, как классики любят определять. Тайсон мог ударить его и на прямой руке. То есть буквально, вот как у нас говорят, в размашку ударил. То есть удар этот очень опасный, потому что ну, может травмировать как локоть, так и плечо. Поэтому, когда вот начинают пояснять положение для удара сбоку, всегда упираются в три основные дистанции и в три основные вида вот этого вот бокового удара. Там более 21 модификаций бокового удара. То есть он также очень хорошо сочетается и с другими ударами. Как, например, вот если ты делаешь, ну, грубо говоря, удар снизу, левый, то тебя выносит, просто выносит уже для удара сбоку. Причем как в голову, так и в корпус. Вот снизу подработал, сразу на боковой переключаешься. Боковой удар очень хорошо бьется с уклонами и нырками. То есть положение, когда я завожу, например, вот как на классический уклон, это положение, ну, фактически замаха моей правой руки. То есть здесь мне только надо будет развернуться вот на этой оси. И поэтому вот эти вот положения, ну, их надо сразу пояснить, потому что начинают бить просто как в колхозе яблоки сбивают. Поэтому сейчас первая подводящая часть у тебя удара – это выход руки. То, что ты можешь делать без вращения тела. Просто выход одной руки. Да, вот это вот самая первая, да, форма. Как вот такая вот. Попробуй вообще движение убрать вообще в корпусе и просто одной рукой сбить. Вот теперь к этому вращению добавь слегка движение бедра навстречу ко мне. По прямой движение идет у тебя. Вот. И чуть-чуть накатывай, на удар накатывай. То есть у тебя движение как от прямого удара, толкающее, и вторая вращающая, то, что ты плечами уже делаешь. Хлеще заверни плечо. Еще один момент. Вот определяющий тоже вот момент травматизма – это положение локтя. Если ты локоть сильно зашкалишь, то у тебя будет излом в кости и в плечевом суставе. Если ты же руку вот так оставишь и ударишь этой частью, то также у тебя будет травмироваться вот здесь кисть. Вот, и ничего хорошего, то есть сильным такой удар никогда не будет. Или он будет сильным, но он будет всего лишь один раз. Ударил в больницу, и месяцев 6 точно не сможешь бить. Поэтому вот эта вот вторая часть скручивания, вот обрати внимание на положение моих плечей. Видишь как? То есть плечо доводится до колена, или, как говорят, до носка ноги. То есть вот на этой части уже заканчивается боковой удар. Не надо чересчур стараться прямо его аж развернуть куда-то туда. У него вот, на самом деле, короткая часть. Плечо чуть-чуть приподними, приподними. Вот, видишь, как оно ложится на плечо? Ну, ты сильно задрал. И локоть выведи. Не надо
плечо остряком выводить. То есть вот это не удар. У тебя наоборот плечо, оно убрано. Вот это положение. Еще раз говорю, вот это вот неправильно. Уведи плечо. Ты под это плечо будешь прятаться. Убери сейчас удар, просто попробуй плечо поднять. Ручку прижми. Вот теперь смотри, вот поднято у тебя плечо. Вот это и есть боковой твой удар. Все, ничего тут не надо выламывать. Еще разок. Не поднимай специально плечо. Оно само у тебя выйдет. Во, видишь, как хорошо. Вот это правильно. Правый боковой. Левый боковой. Возьми немножко замах. Тебе разрешается крутиться. Вот, смотри, как крутится. Вот, ты можешь раскрутить его. Вот это тоже одно из базовых упражнений, то есть для подвода к боковому удару. То есть это момент вращения. Можешь быстро вот так вот прокрутиться. Только смотри, чтобы у тебя не было прокручивания с отставанием. Чтобы у тебя, наоборот, вот эта первая часть, она была как основная. Чтобы она не отходила у тебя от корпуса. Чтобы вращение мощным было. То есть от одного только вращения ты как бы набираешь инерцию. Вот именно вращение в боковом ударе – это основа. То есть если при прямом ударе очень важно как бы толкнуться правильно и на подъеме стопы ударить, то здесь основная вот как бы такая рабочая сила – это все-таки вращение. Потому что чаще всего ты можешь оказаться вот здесь, у соперника в руках. И вот эту вот часть разогнать гораздо легче, потому что толкать там уже некуда. А вращение, одно только вращение. Причем ты можешь все сложить. Под это вращение можешь все сложить. То есть и перенос веса тела, понимаешь? И как бы вот эти вот небольшие разгибания во время удара, когда ты руку отводишь. Видишь? Вот она. И ручка вышла. То есть если одна ручка выходит, вторая дублирует, если что, защищает. Так же и здесь. Умение бить сбоку, это я тебе скажу уже второй класс. Потому что если вот это вот считается рефлекторным движением, кстати, вот это вот тоже рефлекторное движение, отмахиваться, то удар сбоку, вот чем коварен, то, что у него уже есть специальная сила, подготовленная сила. И когда ты осознаешь эту силу, вот тогда ты ее уже и подключаешь. То есть здесь ты можешь энергию с места добыть. Не надо ничего толкать. Ты ее просто можешь развернуть. Резко, сильно, быстро. Поэтому, чтобы вот так он у тебя работал, боковой удар, безусловно, надо его прокачивать. То есть он прокачивается и на снарядах, прокачивается очень сильно на мешке он. То есть где-то примерно 70% прокачек – это вот боксерский мешок. Причем под всеми углами он бьется. Вот. Сейчас давай попробуем с тобой на средней линии левый и правый. Просто вот, как говорят, подводящие, самые простые формы. Понятное дело, что с подшагом он бьется там немножко по-другому. То есть там надо рассчитать еще приближение, то есть расстояние вот этого шага, как правильно навалиться, чтобы не упасть дальше, чем линия удара. Потихонечку. О, вращаешь. Теперь попробуй навалиться посильнее. На меня смотри. И прижимай ручку. Видишь? Хорошо. Вот сейчас еще один момент. Вот положение вот этого угла. Вот здесь он регулируется, удар. То есть где-то он под тебя, где-то он от тебя. То есть еще очень большую роль играет, понимаешь, самоположение. Вот я был здесь, например, да, и мне надо боковой ударить. Я вытягиваю его на линию плеча. То есть, чтобы здесь ничего не мутить, вот это вот, я просто поднимаю плечо, и на линии моего плеча кулак оказывается. Вот и все. То есть это, как бы такие уже нюансы, когда ты начинаешь с места пробивать. Потому что в бою очень часто бывает так, что у тебя нету такой модели, что руки четко вот прямо от головы отходят. Бывает так, что ты руки отводишь, специально отводишь под удары какие-то. Не рекомендуется делать, но тем не менее это одна из стратегий ведения боя. То
То есть когда полностью с опущенными руками умудряются там закидывать такие боковые варианты, же диву даешься, как так умудряются. Ну, вот как научишься. Теперь смотри, разгоняешь и добавляешь левый. Раз, два. Теперь смотри, старайся не зависать возле лапки. Ударил, вот ты как ударил, так у тебя ручка и пришла. Ударил, и она также отошла, потому что... Уже когда приходит сюда, уже вторая летит, да, получается. да. Вот идет задержка, ты пытаешься это потом. Да, то есть у тебя один закончил свое движение, это есть начало для следующего бокового удара. Этот закончился, есть уже у тебя все заряжено для второго удара. И так до бескончаемости. То есть у тебя две вещи соблюдаются. Ты всегда бьешь, и всегда бьешь из защиты. То есть сам по себе удар боковой, но он как бы тебя и защищает. Вот. Теперь вот тоже очень часто задают вопросы вот по поводу защиты от боковых ударов. Вот первая защита – нырок. Да? Вот ты крутанулся, наносишь удар. Хорошо, еще разок. Крутанулся, нанес. Теперь вот смотри, сейчас уклонись. На сторону ушел. Теперь вот с этого положения тебе просто надо провернуться, прокрутиться. Вот, идеально, видишь, как просто. Теперь смотри, есть такие варианты у бокового удара, когда ты наносишь их исключительно из положения очень близкого к сопернику. Когда у тебя происходят вот такие вот вещи. Когда ты очень-очень близко. Вот здесь умение крутиться только с шагом. То есть ты делаешь шаг в сторону, в любую сторону. И вот под этот шаг ты заворачиваешь уже удар. Во-первых, шаг выполняй вот сюда по диагонали, чтобы вот сюда вот ударить. Правильно, еще разок. Ну, видишь, с шагом очень хорошо идет удар. Прям вот говорю, вот что у прямого, что у бокового, вот чем они хороши, они очень хорошо на ногах бьются. То есть ты фактически из любого положения можешь скрутить свое тело. У прямого удара, ну, там посложнее, потому что есть вот угол удара, который ты, ну, разгонную часть позволяет тебе разобрать. То вот здесь со скручиванием, ну, вообще нету ничего сложного. Еще раз говорю, научиться один раз, и все. Теперь удар кружкой по корпусу. Не-не-не, разверни ручку. Вот так, чтобы он по-богатому был. Видишь, что хорошо? Лапа гнутая. И она точно заточена под, вот говорят, коррекция удара, да, точный удар в самой кисти. Еще раз говорю, ну, дело связано с травматизмом. Неправильно опять плечо. Вот, подними плечо. О. Вот. Спокойно, спокойно. Поднял плечо. Вот угол набери. Вот он, видишь, как идет. Все. Да, вот так вот никак. Вот теперь смотри, я буду сейчас наносить удар в голову. Как ты будешь защищаться? Вот если вот такой. Вот первая, самая, ну, распространенная ошибка, да, когда вот задирает вот так вот руку, вот парни, вот так вот не задирайте руку. Вот я вам просто объясню. Вот это вот положение вас не защищает. Во-первых, если, не дай бог, я вам краем задену локоть, то я поврежу вам, ну, плечевой сустав. Во-вторых, вот это вот не защита. То, что вы сюда подставили подставку, да, вам немножко смягчит удар, но опасна вот эта вот линия. То есть подними еще раз руку. То есть если я ударил тебя сюда, вот с этой стороны, видишь, какая есть опасность? Зайдет здесь удар. Я также могу и вывести удар. Поэтому, когда ты поднимаешь руку, ты поднимаешь ее на сторону, чтобы было вот это вот смещение. Вот ты себя как защищаешь, чтобы сразу и от прямого следующего уйти. И, соответственно, подгибаешь корпус, подгибаешь, чтобы момент скручивания у тебя был. Вот это правильно. Но сильно, еще говорю, голову не отводишь. То есть ты всегда меня должен видеть. Вот так хитро и смотри. Еще разок. Раз. И смотри, вот теперь у тебя преимущество уже в замахе. То есть сейчас можешь отвечать вот этим боковым ударом. Отлично, еще разок. Еще раз. Защитился.
ответил. Еще раз защитился, ответил. Чуть-чуть, Дима. Вот под лапу. Вот. Здесь у тебя идет сверху удар. То есть, то есть помимо, смотри, помимо вот этого вращения, да, ты можешь еще использовать вот эти вот вещи. То есть, например, если ты сюда вниз его загнал, то выкручивать можешь его по диагонали сверху. То есть это еще одна очень такая красивая и хитрая модификация, которая точно уже за руку будет бить. Итак, первое, ты защищаешься вот так. Второе, ты защищаешься уже ударом. Молодец, вот это правильно. Видишь, как точно. Опять боковой. Защищаешься. Боковой. Боковой. Защищаешь корпус. Поджатием. Да, вот здесь, когда ты поджимаешь, у тебя тот же эффект. То есть просто руку вот сюда ложить. И, я тебе говорю, вот здесь дырка сразу будет. То есть то, что здесь, вот здесь, видишь, сразу дырочка. Поэтому также ты и ручку сюда складываешь, как голову защищаешь. Видишь? То есть если ты здесь ее так, то и здесь ее так ложишь, чтобы следующего удара у тебя не было. И, соответственно, можешь чуть-чуть ее прокрутить, тем самым зарядив следующий удар. Нет, по низу пускай его, еще раз по низу. Вот смотри, как убрать руку, чтобы ударить вниз. Вот так же не уберешь? Нет. Правильно? Поэтому ты можешь это делать корпусом. Смотри, как я отклоняю корпус. Вот, давай вот с этой стороны, чтобы было понятно. Смотри, видишь, я немного корпус наклоняю. Вот эта траектория, вот эта вот траектория уже бокового удара в корпус. И я просто сухо ее покажу, как она делается. Вот, видишь? Все. То есть я просто корпусом вывожу удар. Видишь как? Раз, и если у меня нету продолжения удара, то я просто возвращаюсь в исходную. Отвожу, бью в исходную. А так, если я ударил, то у меня уже эта рука готова. То есть я либо прямой, либо снизу, либо еще один боковой с обводом руки могу пустить. Либо в эту же точку. Очень интересный удар. И вот то, что мы сейчас как бы разбираем, это только теория. Когда начинаешь набивать боковой удар, вот его сила, вот она чувствуется вот тогда как раз, когда ты все вот эти вот углы уже понимаешь. И понимаешь уже с точки зрения уже боя, опыта, где можно правильно и сильно ударить. Просто так, махать руками, это будет неэффективно, некрасиво. Уважаемые друзья боксерчики, это не вся информация про боковой удар. Мы постараемся и впредь показывать постановку уже на лапах, на боксерском мешке и непосредственно в спарринге, потому что за 15-20 минут опыт целого поколения про один только боковой удар невозможно донести. Поэтому будем доводить уже, исходя из нюансов поединка и из нюансов специальных тренировок. Поэтому, парни, наблюдайте, учитесь. Всем добра, любви.